Это обычный светский офис. У меня тут одна знакомая. Давай, заходи. Не сюда. Это такая специальная вешалка. Сюда вешают ненужную одежду. Любой может взять. Че, прям просто взять? Видишь ли, шведы, они все такие немного хипстеры. Ну, в смысле экологии, там и бережливости. Тут считается приличным и логичным не производить слишком много мусора и не засорять планету раздутым производством ненужного барахла. Ну, действительно, сам подумай, нафига покупать, продавать и тут же выбрасывать тонны ширпотребного дешевого тряпья? Ну, не надо тебе, отдай кому-нибудь, не захламляй землю. Экология, знаешь ли, это один из шведских пунктиков. Отличный пунктик, надо сказать, всем бы такой. Видели бы вы, как в Швеции мусор сортируют? О, это что-то с чем-то. Что-то они, по-моему, вообще повернуты на экологии. А нафига, спрашивается? У них тут и так чистенько. Балда ты, Ивановна! Потому и чисто везде, и приятно кругом, потому что заботятся об экологии. Курица или яйцо? Да курица. В этом случае однозначно курица, 100%. Причем еще один удивительный факт. Природа считается общей собственностью. То есть даже если прямо это чья-то земля, ты можешь все равно там шастать, потому что это общая природа. Во как, понял? Это моя земля, уйди. Это земля, кусок Швеции, а я швед. Значит, и моя тоже, правильно, логично? Ну да, логично. Ну давай, заходи, только не хулигань. Да я и не собирался. Швед природу не обидит. Шведы не гадят, шведы не гадят. Ну, в смысле, не загрязняют природу, имеется в виду, вы понимаете, конечно же, а не то, что там. Эх, красота, надо сказать, здесь просто неописуемая везде. Швеция — это тысячи озер и островов. Вот это вот все, вся эта вот северная природа, она тут совершенно потрясная. А рыбалка тут, наверное, вообще просто ништяк. Да не наверное, а точняк. Вот давеча, слышал, что лохматый-то? Выудил. О, брехня. Брехня теперь называется фотошоп. Да, рыбку шведы, видимо, любят. Я, кстати, слышал, у них какая-то есть рыба, знаменитое блюдо типа местное. Такая, супер ароматная, мягко выражаясь. Да? Да, кстати, у меня есть, вот смотри. Вот. Это что, действительно едят? Ну, сейчас это скорее, конечно, колорит, чем прям действительно еда, ты понимаешь же. Так, ну туристами приколоться, да на ютубе постебаться. Так, мне, пожалуйста, лосятину, оленятину, фрикаделькятину и селедкятину. О, вот это правильно заказал. И еще этот ваш, как его, сюрстрёминг. А вот это неправильно! Зря ты знаешь с этой рыбой. Фу. Ну а чё, прикол. Да не, я просто категорически не хотела бы, чтобы последним, что останется у зрителя в голове из моих рассказов про Швецию, это тухлая, рыба. Да ладно, те стереотипы всегда были и будут. Этого нам с тобой мультами не изменить. А жаль. Ну чё, давай тогда что ли выпьем за финал-то? А что это? Вода! Чё же еще? Что тебе в мультфильме, воду? Алкоголь показывать, что ли? Конечно, вода. Ну давай. Люди, кстати, всегда вообще, когда в новой стране, первым делом интересуются, что люди говорят, когда чокаются. Вот в Швеции как? В Швеции говорят «сколь». Понятно. Ну давай, «сколь». Сколь прекрасна страна Швеция.